Content presented in Cheshire Corners is for educational and informational purposes only. Please consult a legal professional if you have any questions or concerns about the content of this disclaimer, this series, or the legal implications surrounding psychedelic substances in your jurisdiction. Welcome to Cheshire Corners. My name is Rita Tsaluk, and I will be your host as we trip through the looking glass. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Рита Тsaluk, и я сегодня встречаюсь еще раз с нашим гостем. Его зовут Иван Семенов. Иван – психолог из Украины, и мы с ним делим наше увлечение психоделическими препаратами и всем, чем связано с психоделиками. Мы уже один раз с вами общались и с Иваном на тему психоделиков и решили продолжить, так как нам очень понравилось общаться. Итак, Иван. Да, Рита, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здрасте. Ну, сегодня мы решили поговорить про такую штуку, которая в Америке называется harm reduction. Мы пытаемся ее перевести на русский, украинский, так, чтобы было всем понятно, и почувствовали, что это нелегкая задача, потому что терминологии еще нету. Но правда ли на украинский у нас перевелось легче? На українській мові це буде користь та шкода. Користь та шкода. Так, ми сьогодні поговоримо про користь та шкоду психоделиков. То есть, какие, если просто какие есть темные и светлые стороны у этой темы. Здорово, потому что на украинском звучит действительно хорошо, а русским еще неизвестно, как скоро это нужно будет. У них, по-моему, там все запрещено будет долго. Так что будем говорить про користь та шкоду. Сначала, наверное, почему это важно знать про психоделики, про користь и шкоду. Когда мы говорим про морковку, мы тоже говорим про полезность морковки и вред морковки. Но не настолько это актуально, как разговор психоделиков, користь и шкода. Почему? Мы в прошлый раз как раз немножко поднимали эту тему нейропластичности и тему сенситивного периода в обучении во время и после приема психоделиков. И это как раз является одним из основных таких факторов, которые могут с одной стороны нам навредить, а с другой стороны могут быть полезны. Потому что во время, если мы, например, говорим про псилоцибин, то во время психоделической сессии увеличивается внушаемость. То есть человек становится намного более внушаемый, с одной стороны, с другой стороны, он становится намного более чувствительным ко всему, что происходит. То есть усиливается обоняние, восприятие цвета, звука, разумеется, восприятие и ощущение своего тела, всех внутренних процессов, которые происходят, как эмоциональных, так и ментальных. Вот, как мы уже говорили, там какие-то воспоминания могут нахлынуть на человека нежданно-негаданно. И как раз умение не навредить в таком состоянии, быть чувствительным к всему, что происходит, вот оно является очень важным. И тут мы можем как раз поговорить про некое обучение
того человека, который непосредственно принимает психоделики, и как работать с такими состояниями. И, разумеется, мы можем говорить о том, каким образом должен относиться и как бы к такому человеку, как должен себя вести психотерапевт, который занимается психоделически ассистированной терапией, который присутствует на сессии. А я хочу тебя немножко вернуть назад. Мне кажется, что мы говорим про harm reduction, корость и шкоду, потому что психоделики могут делать много. Они не делают чуть-чуть чего-то, они делают много чего-то. Соответственно, это много может иметь большой результат в ту или в другую сторону. Правда? Может. Когда мы говорим о том, что они могут делать много, вот это мы как раз и имеем в виду все те, например, ощущения, которые человек испытывает. И, например, если эти ощущения будут очень негативными или даже просто немного негативными, то во время приема психоделиков человек будет их очень чувствителен к подобным ситуациям, к каким-то негативным ощущениям, что эмоции у нас откладываются в памяти, закрепляются в связке с некоторыми образами, с некоторым образом мышления. Вот почему как раз и возникает, например, ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство, или вот любые травмы, потому что была в прошлом некоторая очень негативная эмоция, которая связана с какими-то образами, с какими-то действиями. И она после этого и продолжает влиять на человека. Поэтому, например, получить просто психологическую травму во время приема психоделиков – это вполне реально, и это является опасностью, о которой следует говорить. Расскажи мне, дай мне какие-то примеры того, чего можно будет ассоциировать, опять же, с harm reduction, потому что мы привыкли к этому термину и новому термину, как мы его говорим? Мы кажем про користь та шкоду. Користь та шкода. Да, harm reduction, конечно, в Америке сейчас этот термин замечательно прижился, все понимают, о чем речь, поэтому пытаться находить какие-то термины в русском и украинском языке действительно интересно, но користь та шкода звучит очень хорошо. Если мы будем говорить про какие-то ситуации, да, которыми можно поделиться, которые можно привести в пример, то я могу привести в пример ситуации, которым я был свидетель на многих фестивалях. Разумеется, как бы мы не пытались запрещать психоделики повсеместно, да, там те же самые псилоцибиновые грибы, они являются частью природы, и испокон веков люди их принимали. И раньше они были сакрализированы, и потому вреда от них не было, потому что их использовали только в определенных ситуациях, и люди, которые знали, как с ними как, например, работать. Кто? Как, например, шаманы. А Баба-Яга? Баба-Яга, наверное, она ведьма была. Ведьма. Например, здесь же в Колорадо у вас тоже есть психоактивные лягушки. Like many amphibians, Bufo alvarius possesses a powerful defense against predators. When bitten, the toad secretes a milky white fluid from its parotid glands that can poison its attacker, making them extremely ill and sometimes causing cardiac arrest. У которых из желез выделяются психоактивное вещество, если я не ошибаюсь, это DMT, из которого делали мази, психоактивные. Так что, да, это тоже есть. Are you a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. Но ведьмы, они же не все плохие были. Они же
делали так, чтобы могла кто-то там, как там были в сказках, кто-то полюбить кого-то, правильно? Это же не обязательно, что... Ведьма, это же от слова «ведать». Знать. Ну тем более, да. Вот. Просто знания, они, опять же таки, это двухсторонний острый клинок, как мы уже говорили, вот harm reduction. Просто эта бедная ведьма попала в средние века. Точно так же, как бедные психоделики попали в 60-е, после 60-х годов запретили, и даже до этого. Да, да. Если мы будем продолжать вот эту линию психоделиков, как она, вот этих субстанций, как они до сих пор дошли до нас, вот, во время вот как раз вот фестивалей музыкальных, вот, например, вот Goa Trance, как в Индии, например, вот появился. Как музыкальное направление. Вот, и туда начало, вот, и это музыкальное направление начало стягивать вот каким-то интересным образом множество людей, которые практиковали и практикуют, ну, вот, очень похожее на то, что вот делали вот, в древние времена, да, то есть соединение вот, воедино движений, да, там, танца, музыки и приема психоактивных веществ. Конечно, из-за того, что они сейчас в основном под запретом, никаких протоколов безопасности и правильного их употребления не знает, и люди в основном это делают на свой страх и риск, и это делают, ну, даже многие делают просто для получения удовольствия, да, в рекреационных целях, как в Америке вот принято говорить. И, конечно же, не всегда получается получить рекреационный опыт, поскольку психоделики, как мы уже говорили, ну, являются очень мощным инструментом для работы с психикой. И, например, были случаи, которым я был свидетелем, что вот у человека покончил с собой вот партнер там, несколько месяцев назад. И этот опыт, он очень болезненный. Человек до сих пор не может принять это и справиться с этим опытом. И, например, когда кто-то пытается такому человеку предложить, да, вот расслабиться, да, там всего лишь, да, там волшебных грибов покушать, всего лишь, да, ничего плохого не будет. А у человека те воспоминания, они начинают становиться, ну, для него вот как бы реальными, не воспоминаниями, не вот, ну, как бы все эти образы, все эти ощущения, все эти эмоции, они становятся перед глазами. И человек вот, ну, в силу многих причин, он сейчас не готов с ними справиться, с ними работать. Опять же таки, для этого нужна определенная обстановка, определенное окружение, вот, определенный эмоциональный настрой, вот, set and settings, опять же таки, вот это мантра, которую повторяют вот здесь, в Колорадо. Как мы переводим set and settings? Set and settings мы можем перевести как обстановка и настроение, или настрой, да, вот, некий ментальный. То есть, если, мне кажется, если рассказывать про психоделические средства и сказать, что вот запрещение психоделических средств может быть или их запретить, или их разрешить, или их разрешить и обучить. Ну, типа как сказать, вы в каменном веке, вам не положено пользоваться ножами. Или пользуйтесь ножами, ничего страшного не будет. Или ножи страшная штука, но она может быть очень полезная штука. Давайте мы покажем, как резать, как делать что-то правильно. То есть мы приходим вот к этому другому, третьему этапу, что мы уже попробовали жить в каменном веке, мы уже попробовали порезаться. А теперь мы думаем, может быть, мы что-то просто пропустили, какой-то важный шаг в этом деле, который здесь и называется психологическая помощь, интеграция, set and setting.
то есть вот это, к чему мы приходим сейчас, и из-за чего происходит здесь ренессанс. О, боже мой, мы пропустили важную вещь. Мы точно знаем, что мы уже не в каменном веке, но мы, с другой стороны, точно знаем, что мы не хотим больше резаться. Мы не хотим улетать на фестивалях и не знать, когда мы и куда прилетим. Но у нас есть очень серьезные лекарства, натуральные лекарства, которые нам могут очень помочь. Может быть, немножко мы уделим внимание тем, что посмотрим, сделаем исследования, научим других, научимся сами. И вот в этом весь ренессанс. Правда? Да, вот, например, сегодня было одно из заседаний в ДОРе, да, департамента. Это не ДОРа было. Это было Department of Revenue. Здесь, в Колорадо, волшебные грибы будут регулироваться двумя способами, двумя организациями. Одна организация – это Department of Regulatory Agencies, которая занимается лицензией агентов по продаже домов, юристов, инженеров, а другая организация, которая вот занимается, в частности, организацией продажи алкогольных напитков или продажи каннабиса. И вот вместе они будут вместе регулировать вот этот самый маркет. И вот сегодня было очередное заседание Department of Revenue, которое занимается вот регулированием бизнесов, как ликерный бизнес, каннабис и вот сейчас психоделический бизнес. Да, это очень важно, потому что, как мы уже обсудили, нужны какие-то утвержденные протоколы, нужна, опять же таки, сакрализация этих веществ, как мы можем это там назвать другим образом. То есть формирование определенных условий, при которых они будут приносить нам вред, но мы можем... формирование определенных условий, при которых эти вещества могут приносить нам пользу, и мы можем избегать вреда, которые могут быть связаны с ними. Потому что, опять же таки, есть замечательные истории о пользе приема псилоцибиновых грибов. У меня тоже есть замечательная история, которая показывает не только ту пользу, которую они могут принести, но и как бы все те сложности, да, которые связаны с работой с такими состояниями, когда человек погружается в бессознательное. Опять же таки, один из знакомых в Украине, разумеется, не буду как бы уточнять детали, потому что это там до сих пор нелегально, и не у всех людей есть позитивное отношение к подобным практикам, но тем не менее. Один из знакомых сделал конфеты из грибов и оставил их у себя на даче. Вот. И его бабушка, вот, проходя мимо, подумала, что хорошие домашние конфеты, почему бы не съесть? Хорошо, что она съела только одну конфету, вот, которая была как раз как одна порция. Вот. И дальше в течение 6 часов, разумеется, его бабушка погрузилась в бессознательное очень глубоко. И во время этого она говорила, что она молила Бога, чтобы что-то такое с ней случилось всю жизнь. Она молила Бога, чтобы такое с ней произошло. Но что самое интересное, когда она пришла в себя, когда она вернулась из этого состояния, она ничего не помнила. Она говорила, что ничего не было, и никакой опыт, который она тогда испытывала, она не могла вспомнить. Это как раз очень хорошо показывает, насколько с одной стороны, какой-то интерпретационный аппарат, то есть должен быть, да, то есть для того, чтобы иметь возможность
вообще рассказать и понять, что с тобой произошло. Это же как во сне, например. Мы, когда просыпаемся, мы не всегда можем не только вспомнить сон, но и рассказать, что в нем было. Потому что те образы и те события, которые мы испытали во сне, они совершенно не похожи на наше обычное состояние сознания. И, с одной стороны, нужно иметь возможность определить, детализировать все, что с тобой происходило. И, разумеется, с другой стороны, нужно вообще это принять. Принять, что с тобой было нечто, что выбивается из твоей обыденной жизни. И, конечно же, когда человек, с одной стороны, например, не изучает или там психологию, да, или вот как мы, да, там касались, да, там каких-то там мистических традиций, да, вот терминологию там каких-то мистических традиций, которые описывают как раз измененное состояние сознания. И человек просто не сталкивался с таким опытом до этого. Нужно очень много усилий приложить и самому человеку, и с другой стороны, например, трипситеру или терапевту, который занимается интеграцией, для того, чтобы этот опыт все-таки мог быть интегрирован в обычную жизнь человека и быть востребуемым, воспользуемым. Я как человек, который обожает психоделики, но никогда их не пробовал, использую чужой опыт часто. И вот та история, которая мне очень нравится, это та же самая Эрика Зелфанд. Это наш medical advisor. So I'm Dr. Erica Zelfand. I joke that I'm a recovering primary care physician. Человек, который врач, с нами работает, с нашей новой компанией Almadelic. И вот она на одном из своих интервью рассказывала очень интересную историю про себя, как ей помогли грибы галлюциногенные. И у нее была тоже депрессия. И она пыталась избавиться от этой депрессии разными способами, вплоть до того, что она принимала грибы, и ей не помогало. И она принимала уже 3 миллиграмма, и даже, может быть, 5 миллиграмм, и ей не помогало. И тут она была со своими друзьями на пляже, и друзья очень просили попробовать вместе с ней принять грибы. Она не хотела, но решила, что примет все-таки 1 грамм грибов, что для нее была совершенно небольшая доза, и она не думала, что с ней вообще что-то произойдет. Но каким-то то, что мы говорим про set settings, вдруг что-то произошло такое, что она начала чувствовать от этих грибов все свои проблемы и все свои печали очень резко и активно. И она уже знала, что эти мысли нельзя подпускать к себе. Например, те же мысли, которые нас, негативные мысли ведут себя вниз, мы их пытаемся убрать, мы пытаемся их куда-то отложить, но они все равно нас атакуют. И вот на фоне этого гриба очередного ее начали атаковать эти самые негативные мысли. И вдруг ей кажется, вспоминается, видится ее сестра, которая есть маленькие дети. И вот она маленького своего ребенка пытается забрать ножницы, которые ребенок 2-летний берет. И она берет эти ножницы, кладет на полку высоко и говорит ребенку: да, я плохая мама, я знаю, я забрала у тебя ножницы, чтобы ты не могла пораниться. А в это время ребенок кричит, ругается ногами, сучит, страшно недоволен. И вот, говорит, я себя нахожу в этой самой фазе, когда все на меня навалилось опять, и я опять же кричу сама. И у меня такой психический, можно сказать, эпизод. И вдруг я себе сама чувствую и говорю, что вот это грибы мне говорят сейчас. Вот эти сейчас все негативные твои мысли, положив вот на эту полку, пусть они там лежат. И в это время ко мне подходят все мои друзья и обнимают меня. И с тех пор у меня не было депрессии. И вот когда она это говорит, вот я как-то могу через себя это провести и прочувствовать. И теперь я как-то мне кажется, что я понимаю, как это работает. Не знаю. Очень хорошо, что в этот момент была у нее такая группа поддержки, близкие люди, которые смогли привнести в ее опыт, когда она была очень чувствительна и эмоциональна, вот такие хорошие позитивные эмоции. Действительно, это то, что потом откладывается и является такой
нашей эмоциональной подушечкой, на которой мы уже дальше ведем всю свою дальнейшую жизнь. Да. И, наверное, еще, что для нас ново, а особенно для всех нас, кто вышел из Советского Союза, более ново, чем для тех, кто живет в Америке и родился в Америке, мы не привыкли себя любить. А здесь люди как-то себе всегда долго говорят о том, что себя любить надо. Там мы вроде бы строили коммунизм долгое время, занимались еще какими-то делами, и про себя не очень помнили. Не очень важно нам было, что мы себе чувствуем. Важно было, что мы выжили. Важно было, что дети наши живы, здоровы, и нет войны. Нет войны – это на самом деле очень важно. Но еще и важно себя любить. И себя любить, себя понимать, себя чувствовать, мир чувствовать. И вот когда я помню, я сама долго говорила, что чувство – это не важно. Важно, что делаешь. А вдруг оказалось, что чувство – это тоже важно. Здесь, в Америке, есть такое замечательное выражение «survival mode». Да, то есть как бы состояние выживания. И, конечно же, когда мы находимся в таком состоянии выживания, состоянии просто борьбы за свое существование, все остальные какие-то наши потребности, они просто игнорируются, потому что есть более базовая потребность, то есть выжить, сохранить свою жизнь. И, конечно же, когда у человека появляется возможность выйти из этого survival mode. Вот, например, Маслоу описывал иерархию потребностей о том, что, например, самая высшая потребность человека, самоактуализация, она возможна только тогда, когда мы более-менее закрыли все свои как бы более нижние... Да, кто говорил об этом? Маслоу. Да? Да. Okay. Тоже он работал в Америке. Угу. Много у него интересных теорий. Ну вот теперь ты меня познакомил с новым человеком, которого мне надо изучить. И вот как раз потребность в самоактуализации, она может быть проявлена при помощи психоделиков, потому что вот выходя из этого survival mode, имея уже некие ресурсы для того и эмоциональные, и, да, там, и просто да, там, физические, то есть как минимум высвободить время и найти то пространство, которое бы было комфортно, да, то есть создать вот этот settings. Settings. Да, именно. Создать то пространство, организовать, которое бы нам было комфортно и которое бы вот помогало бы нам, вдохновляло бы нас, как бы подталкивало бы туда, в ту сторону нашей психики, которую вот нам хочется исследовать, да, вот что нам хочется реализовать, да, что мы в себе еще не раскрыли. И, кстати, это вот такое вот описание, оно является, по сути, описанием как бы формирования ритуала. Ну, то есть это то, что раньше назывался ритуал. То есть когда мы организуем пространство таким образом, чтобы оно влияло на нашу психику, на наши эмоции, на наши мысли именно таким образом, который мы хотим. Конечно же, во время приема псилоцибина это искусство, что сделать таким образом, чтобы наш трип, чтобы наше погружение в бессознательное шло именно в том русле, в котором мы запланировали. Но, тем не менее, даже если не всегда это получается, это как бы то пространство, которое мы для себя организовали, все равно является, да, вот некими такими берегами, за которые мы уже точно не выйдем, вот когда мы погружаемся в бессознательное, да, вот той подстраховкой, которая нас всегда поддерживает и делает так, чтобы наше путешествие бессознательное принесло нам пользу. Что знаешь по поводу коллективного бессознания? Коллективное сознание. Ну, скорее, коллективного бессознательного. Коллективного бессознательного. Да. Это тоже с грибами связано каким-то образом, правильно?
и с психоделиками. Да, вот мы можем здесь говорить про некие, да, про архетипические проявления, через которые, например, с которыми человек может отождествиться вот во время погружения в такие состояния. А что ты знаешь по поводу академика Вернадского, говорящего про гомосферу? Про ноосферу. Гомосфера. Ноосфера. Гомосфера – это люди на Земле. Биосфера. Ноосфера. Ноосфера – это сфера коллектива, вот как раз сфера коллективного разума. Это тоже Вернадский? Да, это Вернадский. Он прекрасно, давай об этом поговорим. Но мы мало об этом знаем? Да, мы мало об этом знаем. Не будем тогда, да? В следующий раз поучим немного. Да. Ну хорошо, тогда, значит, о том, что мы должны... Я еще, может быть, хотела поговорить про этот израильский фестиваль. Вот мы говорим про опасности и про возможности, про harm reduction и про то, как психоделики могут как негативно и позитивно влиять на наше эмоциональное состояние. Вот я знаю, что ты скоро в Израиль поедешь, и там была, конечно, очень серьезная ситуация во время того, как с палестинской территории происходили эти жуткие события, и как раз один из фестивалей был на границе с сектором Газа. Может быть, ты знаешь что-то по этому поводу, как там происходило, как там происходили эти события? Я многих слушаю YouTube-видеос, и в связи с этим фестивалем как раз был фестиваль, была, по-моему, MAPS Conference там. Туда приезжал Рик Даблин, и все это, и в связи с этим там был этот фестиваль на юге. И на этом был музыкальный фестиваль. И на этом фестивале как раз люди принимали разные субстанции. И многие говорят, что когда они их принимали, они думали, что этого не может быть, что это сон, что все, что они видят, это вот в связи с тем, что они что-то приняли, это нереально. И некоторые говорят, что из-за этого они, к сожалению, потеряли вот это вот чувство реальности и стали жертвами. А другие говорят, что только благодаря этому они и смогли выжить. То есть еще многое-многое надо понять о том, как действуют эти все психотропные субстанции, психоделические субстанции на людей. Но главное, что мы сейчас уже, наверное, понимаем, это то, что это оружие, это сильное оружие, которое может быть во благо, и оно же может быть во вред. И что когда мы, наверное, говорим о терапии, мы ее вот немножко так категоризуем. Сначала нам нужно set, settings и intent. Это люди должны понимать, почему, что они хотят от этих грибов или других психоделических субстанций. Что они хотят от этого, где они находятся сейчас, куда они хотят прийти, как это должно выглядеть. Они должны себя чувствовать совершенно спокойно и уверенно, что им ничего не угрожает. После этого очень важно понять, что с ними произошло, проанализировать и попробовать претворить это в жизнь. То есть теперь каждый раз Эрика, если она будет чувствовать себя плохо, она будет вспоминать о том, что плохие мысли надо положить на ту самую полочку, а кто-то другой будет понимать то, что для них было важно. А наши ученые будут продолжать исследовать мозг и смотреть, что же мы можем увидеть на приборах, что же происходит. И это так прекрасно, что эти вещества становятся легальными, и что у нас есть возможность пойти на следующий этап цивилизации. Мы уходим из одной реальности и попадаем во многие реальности, в которых мы не были до сих пор. Мы заглядываем в эту дыру и видим мир, который может быть прекрасен. И мы из этого мира можем для себя очень-очень многое узнать.
И это может людей вылечить, это может их настроить на другое, настроить на что-то великолепное, где они будут делать то, что они никогда не позволяли себе делать до сих пор. Они могут начинать заниматься искусством, наукой, бизнесом, потому что они себя почувствуют совсем по-другому. А что бы ты сказал в заключение? Меня очень вдохновляет то, что сейчас происходит в Колорадо и, разумеется, в Соединенных Штатах в контексте законодательном и контексте регулирования использования психоделиков, потому что, конечно же, с одной стороны, у многих есть опасения, что психоделически ассистированная терапия будет очень дорогой, она будет недоступной для людей, но с другой стороны, у нас наконец-то появится множество возможностей, множество протоколов уже опробованных, следование которым нам будет, если не гарантировать, то хотя бы способствовать тому, что наш психоделический опыт будет позитивный. И я верю, что даже если сейчас психоделическая ассистированная терапия, может быть, и будет дорогой, то со временем цена точно будет снижаться, потому что рынок – это Америка. А с другой стороны, когда будут известны работающие практики, методики, будут доступны эти протоколы, даже людям, которые не будут пользоваться услугами психолога, будет легче. И я еще хочу добавить, чтобы вы нажимали на кнопочку «Лайк», писали нам комментарии, спорили с нами. Мы будем рады слышать от вас и продвигать это видео. И пока мы имеем возможность думать про другие реальности, мы хотим еще раз поблагодарить тех, кто борется за эту реальность, нашу реальность, сегодняшнюю материальную реальность, за выживание на фронте. И благодарны всем украинцам. Слава Украине!